Добрый день, уважаемые друзья! Сегодняшний наш выпуск никак не является обзором, потому что погода в Краснодаре нам пока не позволяет полноценно выйти отстрелять, показать все характеристики обозреваемого оружия. Поэтому я хочу вас познакомить, для тех, кто уже знает, просто поделиться своим мнением о вот таком оружии. Прекрасном итальянском образце дробового оружия. Это дробовик Fabar 12 калибра, великолепного качества исполнения, очень хороший экземпляр, уже в стоке в очень богатой комплектации. Данный экземпляр называется Fabar Martival, что в переводе означает воинственный, то есть весь его внешний вид, в принципе, олицетворяет его название. Немного скажем про комплектации. Оружие уже в стоке идет с металлической планкой, что позволяет крепить прицельное приспособление, но учитывайте, что если будете ставить какой-то коллиматор, нужно поставить такой, который выдерживает мощь 12 калибра. И что мне очень нравится вообще во всех типах оружия, это откручивающееся дульное устройство. Сейчас на нем стоит его заводской дульный тормоз-компенсатор, но мне нравится он только из-за того, что его можно открутить, удлинить ствол, поставить любые другие устройства для выполнения тех или иных задач. Оружие очень легкое, предполагаю. Отдача будет солидной, но я 12 калибр люблю, отдачу не боюсь. Оборудовано очень хорошим качеством затыльником, резиновый, мягкий, ощупь очень приятный. По комплектности ствол уже с экраном, кожухом, он уверен, не только эффектно выглядит, но и очень эффективно справляется с тем назначением, для которого он здесь стоит. То есть, если ствол перегревается, он должен будет отражать вот этот мираж, я так полагаю, тепловой, который мешает при прицеливании. Этот мираж обычно мешает при высокоточной стрельбе, когда стоит оптика, но если удлинить ствол и захотеть пулей достигать более значимых расстояний, скорее всего, все-таки у него роль будет та, для которой он здесь стоит. Конечно, он очень брутально, мужественно, эффектно выглядит, но уже эффективность не менее. Как все фабармы, данный ствол уже с уникальной фабармовской сверловкой Tribord. Fabar этим очень гордится. Производитель утверждает, что данный ствол с такой сверловкой помогает достигать очень высоких показателей кучности, как при стрельбе пулей, картечью, дробью. Мы обязательно, конечно, это проверим, посмотрим, есть ли существенная разница и что это за такой прибор. Визуально сможем мы увидеть разницу. Ствол, как и на молоте, делается методом холодной ковки. Стволы очень качественные, хорошие фабарма. Как очень многие крупные оружейные компании, изготавливая, выпуская на рынок собственные единицы оружия, Fabar также, благодаря тому, что их стволы славятся высоким качеством, они его реализуют другим оружейным компаниям, у которых нет тех технологий или нет того производственного персонала, который позволял бы делать стволы такого качества. Именно такой экземпляр, именно такая модификация, она стоит на вооружении в некоторых странах НАТО, потому что данный экземпляр оружия, он успешно может справляться с задачами как для охраны территории, так и для охраны, если это говорить про государственные военные структуры, так и для охраны жизни, здоровья, имущества, то есть для самообороны. Он может стрелять резиновыми пулями, и помповое перезаряжание гарантирует, именно гарантирует, что у вас, если будет осечка, вы еще раз перезарядите. Если потому что мы заряжаем резиновыми патронами полуавтоматы, то, понятно, он выстрелит, но нужно будет перезаряжать обязательно каждый раз, когда вы хотите стрелять. А если вам нужно сделать песню. Органы управления очень удобные.
Здесь, не знаю, видно или нет, яркая краска. То есть всегда его видно, стоит он у вас на предохранителе, либо нет. Заряжается стандартным образом. Вы все это знаете. Собирать сейчас смысла не вижу. Потому что, ну чего, мне так же, как и вам, нужно посмотреть на его огневую мощь, его огневые возможности. Мы это сделаем и совместим приятное с полезным. Цевье, штатное цевье, уже идет с стандартными отверстиями, где мы можем крепить аналогичные планки, которые нам позволят поставить дополнительную ручку, если мы захотим, либо какой-нибудь фонарь, если это будет нужно. Думаю, для прихвата таком он не будет мешать, а если с ручкой, то еще эффективнее будет. Просто учитывайте, что отличие дробовика от полуавтомата лишь в том, что он вам гарантирует стопроцентную заряжаемость, стопроцентную гарантированность, надежность выстрела. Ничего не помешает вам произвести выстрел, неважно, какие патроны здесь будут. Деформированные они, либо нет, самокруты, либо нет, 70 они или 76. Ничего ему не мешает, потому что вы, применив то или иное усилие, вы всегда загоните патрон куда надо. Всегда. А у полуавтомата могут быть и осечки и так далее. В данном случае, если вы неопытный стрелок, вам нужно быть обязательно нарабатывать навыки. Потому что выстрелив первый раз, не достиг цели, если это нарушитель, вы при самообороне, вы не должны растеряться, должны перезарядить, да? На охоте зверь на вас бежит, вы выстрелили, не попали, ранили зверя, а он агрессивно на вас идет. Перезаряжаете либо нет, запаниковали, испугались, тоже вам минус. Ну, в спорте наоборот, многие спортсмены выбирают именно перезарядку, потому что перезарядил, значит сам себе отвечаешь. Перезарядил, я готов, перезарядил, я готов. И ты уже этим действием мозг каждый раз переключаешь на те или иные мишени. В полуавтомате, если вы неопытный, выстрелили, всегда компенсируете следующими выстрелами ваши недостатки в подготовке. Помпа, она всегда помпа, для многих это уже архаизм, уже изжиток, но для тех, кто любит именно это действие, либо ему нужен гарантированно надежный выстрел, помпа то, что нужно. Не зря же именно помпу берут на вооружение в армии, потому что там не до удобства, не до понтов, не до моды, не до красоты. Там нужно, чтобы оружие справилось со своей задачей, потому что это грозит жизни и здоровью солдат. Повторюсь, данный экземпляр оружия в некоторых странах НАТО стоит на вооружении. На сегодня я прощаюсь с вами. Мы прощаемся с вами, но ненадолго, потому что мы обязательно все наши видео при знакомстве вас с тем или иным видом оружия будем проводить стрельбы, проверяя их тактико-технические характеристики. Поэтому обязательно подписывайтесь, лайки, пальцы вверх-вниз решайте сами. Я это делаю для себя и хочу быть вам полезен, поэтому это вторично, да? А подписываться нужно для того, чтобы вы всегда могли знать о новостях, об поступлениях новых роликов. Если вам тема интересна, чтобы вы могли быть всегда в курсе. Пишите комментарии, буду вас на них отвечать. Очень приветствую комментарии профессионалов, специалистов, которые знают однозначно больше меня. Хочу, готов и буду учиться, и буду применять обретенные знания для того, чтобы мы с вами занимались нашим любимым делом. До скорых встреч!